Мы лично пообщались с Кириллом, и спортом он занимается с самого детства. Как оказалось, что родился он не очень сильным ребенком и не имел ярко выраженных склонностей к спорту. Живет с детства только с мамой, и она с ранних лет его приучала к спорту. Сейчас парню 21 год. Когда в 13 лет парня забрали на обследование и сказали, что это 3 протрузии, неоперабельные грыжи, также диспластический остеохондроз, который приводит к постепенному изменению позвоночника, вплоть до отказа ног и коляски. Болезнь оказалась наследственной. Спортом запретили заниматься до конца жизни. Прыгать нельзя, бегать тоже, носить тяжести тем более. Лечебная физкультура не приносили никакой пользы. Ношение специального корсета только ухудшало ситуацию, и боли становились невыносимыми. Год была депрессия, и парень начал терять веру в себя, и руки опустились. Мама тоже тяжело переносила его состояние и сильно переживала за сына. Позже так случилось, что Кирилл потерял очень близкого друга, которому тогда было только 18 лет. В тот момент осознание своей ситуации с возможной инвалидностью кардинально изменилось, и он понял, что не может так просто сдаваться, поскольку не хотел становиться обузой для родных. Занимался джимбаром не спеша, по 1-2 тренировки в неделю. Давал нагрузку, чтобы почувствовать свою спину и вернуть силы, которых в тот момент не было. Благодаря тому, что Кирилл занимался джимбаром с 14 лет параллельно со всеми видами спорта, вернуться в спорт после осложнений болезни не составило больших усилий. Организм был подготовлен. Огромную роль для него сыграла не только мотивация, но и поддержка родных людей, так как они всегда были рядом в этот тяжелый момент жизни. Именно в джимбаре атлет начал снова чувствовать себя хорошо, поскольку основная нагрузка идет на поясницу и, как оказалось, идеально подходит в его ситуации. В данный момент можно увидеть, что он уже делает на турниках. Кирилл не забрасывает обследования, каждый год наблюдается у врачей, и снимки томографа говорят, что ухудшений не наблюдается. Таким образом, уже 5 лет болезнь не прогрессирует. Оказалось, что джимбар спасает его от безысходного недуга. Важная цитата от парня: «Я никого не призываю к джимбару и лечить себя с его помощью, поскольку это очень индивидуально, а неподготовленный заранее человек может только навредить себе». Напомню, на моем канале Владарович ты найдешь регулярные сюжеты об уличных тренировках и калистенике. Джимбар в первую очередь заинтересовал парня своим количеством элементов, более 3000, и огромным пространством для креатива. Хоть джимбары не пользуются спросом, он все так же остается видом спорта. Это искусство, которое нужно постигать годами. Многим не нравится, люди думают, что это больно, но на самом деле это не так. Ведь начиная с базовых элементов, ты развиваешь свою гибкость, и постепенно переходя к более сложным и зрелищным элементам, никакой боли не чувствуется. Это движение не развивается по простой причине. В Украине и близлежащих странах почти никто не может судить объективно данное направление. И мало людей, которые занимаются этим движением. Джимбар несет за собой просто огромную историю. Он появился даже раньше воркаута. Само название зародилось еще в 1955 году. Направление не появилось на ровном месте, а именно из воздушной гимнастики. А она существует с 1644 года, и элементы для джимбара позже взялись из этой дисциплины. Когда атлет начинал свой путь в джимбаре, часто включал ролики именно Михаила Баратова, поскольку он качественно преподносил информацию по обучению элементов. В одном из постов Баратова читал его мысли про то, как он считает движение воркаута шаблонным. Кирилл согласен с этим, поскольку атлеты почти не вносят новых каких-либо элементов, которые раньше никто не видел. А насчет людей, которые вдохновляют Кирилла, это не будут громкие имена, поскольку главные мотиваторы — это родные и близкие люди, которые также являются поддержкой. Осенью, в середине сентября 2020-го, уже пойдет 8-й год, как атлет занимается джимбаром. Обучалок действительно не очень много, но на базовые элементы, которые необходимы для начала, их достаточно. Дальше уже просто дело желания, поиски информации. Кирилл часто смотрит колумбийские видео или различные нарезки элементов по джимбару, выбирает элемент, который ему понравился, и смотрит его в замедленном повторе, пытаясь понять, как его исполнить. Ребят, кому интересны персональные онлайн-тренировки по воркауту, или же вы желаете развиваться как автор на YouTube, напишите мне в контакты по ссылкам в описании, там все подробности. А мы продолжаем выпуск. В своем окружении Кирилл единственный, кто занимается джимбаром. После просмотра видео в Instagram обычно ему пишут новички и спрашивают различные советы по изучению тех или иных элементов. Кирилл с радостью всегда помогает таким людям, поскольку считает нужным передавать знания другим, чтобы это направление развивалось. Джимбар делится на несколько направлений: джирос — технические обороты,
фигурус, силовые элементы на гибкость, и йо-йос, где все заточено на попадание в положение нивелады. Это как в воркауте, деление на динамику, статику, базу и стритлифтинг. В джимбаре Кирилл практикует направление йо-йос. Далее для силовых элементов обязательно нужно выучить элемент Cobra and Yo-Yo, и из них уже будут получаться более сложные элементы. Смотреть для начала советуют Михаила Баратова и Диму Гукасяна. Их обучалки самые качественные. Также есть паблики ВКонтакте, например, Gymbar Elementos. Это самая большая библиотека элементов. У меня, как и у многих зрителей, наверняка возникает вопрос, что же по поводу травм? Ведь джимбар на первый взгляд кажется очень травмоопасным. И здесь колоссальная нагрузка приходится на плечи, кисти, локти. И вот что ответил на это Кирилл. Травм серьезных не было. Было лишь пару раз, когда Кирилл вылетал из турника и издирал плечо, разбивал колени. Из-за своего заболевания атлет делает комбинации в лямках. И не потому, что боится. Любое сильное падение может привести к слишком тяжелым последствиям. Поэтому в его ситуации лучше заниматься в лямках, чем вообще исключить спорт из жизни. В самом начале занятий уязвимые ребра, поясница и плечи. На них идет самая большая нагрузка. И даже при изучении нивелады много у кого болят ребра или спина. Если брать силовой воркаут, то новички тоже сталкиваются с болью на запястьях с непривычки. А нивелада – это положение специфичное для людей, которые еще не развивали гибкость. Чтобы не было травм, надо хорошо разминать плечевой пояс, кисти и низ спины. Также следует мазать плечи и спину мазью с охлаждающим разогревающим эффектом. Многие мази обладают только одним из этих эффектов, и от себя я могу порекомендовать Ализан. Есть отдельно для мышц и связок и суставов. Отдельные мази. Не удивляйтесь, что Ализан будет продаваться в ветеринарной аптеке. Ее также используют и гимнасты. Но нужно знать и понимать, в каких случаях использовать, и, конечно же, не на постоянной основе. База. В основном Кирилл прокачивается элементами, но в холодную пору года делает и базу. Результаты в подтягиваниях 25 раз, отжимания от пола 50 и на брусьях 60 повторений. Для джимбара достаточно 10 подтягиваний и фиксации уголка секунд 10. Другие направления тренируют тоже, когда отдыхает после интенсивных тренировок джимбара. Из статики атлет делает ласточку на двух и на одной руке. Также немного держит передний вис на одной и некоторые вариации флага. Еще в арсенале атлета это кривой горизонт ноги врозь и кривой фулл планж, поскольку из-за болезни не может контролировать свои ноги, и они находятся слишком низко во время удержания этих двух элементов. А вот динамику не тренируют, поскольку от нее ощущение себя только хуже из-за жестких приземлений. Самые популярные элементы джимбара, о которых знают все, даже многие в воркауте, это йо-йо, крисали и калипсо. Самые простые это Infra NX, Крисали и Cobra and Yo-Yo. Самые сложные элементы для Кирилла это были Принц на 2, который в джимбаре называется Гефеста. Также элемент Yo-Yo Алеварте и Свингер Мош. Тренировки. Занятия 3 раза в неделю по 1,5-2 часа. Это всегда по-разному. Иногда обучение новым элементам или комбинациям, а иногда оттачивание элементов, которые уже умеет делать для более красивого исполнения. Суть прогрессии в данном направлении – это создать свой стиль и свои уникальные комбинации, которые никто никогда не исполнял. Как видим, количество элементов в джимбаре позволяет полету фантазии. Для большинства случаев для комбинаций с полетами и маховых элементов нужны лямки и магнезия для некоторых комбинаций. В холодное время года он тренируется дома, шведской стенки вполне хватает. Кстати, не пропускай опросы о следующих темах видео на вкладке канала сообщества. Сделать это очень просто. Нажми сейчас колокольчик рядом с подпиской, выбери пункт «Все уведомления», а также включи уведомления от YouTube на смартфоне. Окружающие удивляются, а проходящие мимо люди часто останавливаются и смотрят до тех пор, пока не завершит свою комбинацию. Ребят, в прошлом выпуске о Даниле Азарове он тоже рассказывал о таких реакциях окружающих. Кто не видел, рекомендую. Кирилл говорит, что бывает хвалят, а иногда и рассказывают, как они умели сами в молодости такое же. Типичная ситуация на площадке, не правда ли? Близкие поддерживают, но и при этом переживают, поскольку с лямки можно вылететь или можно влететь в турник, или его стойки, рост и вес. Атлет считает, что для джимбара характерно иметь средний рост или ниже среднего. Тоже желательно быть не крупного телосложения, поскольку крупному атлету будет проще травмироваться и он будет менее подвижен.
Кирилл ростом 1,75 м и весом 62 килограмма. Принципов питания никаких нет. Кирилл не отказывает себе в пище и кушает то, что захочется и сколько захочется. Советы начинающему. Атлет говорит: начинающим могу посоветовать пошить себе лямки, как это сделать и из какого материала можно найти на ютубе, подтянуть базу, научиться висеть в невеладе, эскуадре и также быть уверенным в том, что именно это то направление, в котором вы хотите развиваться, поскольку распыляться между стилями изначально не стоит, и самое главное — это верить в себя и в свои силы, никого не слушать и идти к своей цели, потому что даже по началу моего пути некоторые люди меня отговаривали, убеждая, что джимбар никому не нужен, и это недостойный стиль. Ребят, прежде чем мы подведем итоги этого выпуска, напишите в комментариях, как вам история Кирилла, и в принципе, как вы относитесь к джимбару, и захотелось ли вам после просмотра начать его тренировать. Также напишите в комментариях, как вам формат такого общения, когда я делаю такие небольшие вставки, стоит ли это развивать. Контакты инстаграма Кирилла под этим видео. Оцени лайком, если понравился выпуск. Лично для меня джимбар раскрылся абсолютно по-новому. Пока общались с Кириллом, я многое узнал об этом направлении, хоть и слышал еще в 2011 году, когда только узнавал про воркаут, но душа больше всегда лежала к силовой части. Скажу одно, учитывая низкую популярность, джимбар это не для всех, но ведь многие даже не знают об этом направлении. Надеюсь, мы с Кириллом помогли тебе узнать лучше об этом направлении, разрушить мифы о травмоопасности и болезненности этого спорта. И пусть даже один человек начнет заниматься после просмотра этого видео, ты всегда можешь написать Кириллу в инстаграм. Автор сюжета — я, Владарович. Разбуди в себе атлета. Ребят, присылайте свои истории или истории знакомых мне в соцсети. Если это покажется стоящим внимания, то обсудим выпуск на канале. Кому интересно получать текстовые версии моих сюжетов, аудиоподкасты выпусков, статьи от меня на тему тренировок, питания, воркаута в целом, то я создал телеграм-канал Владарович о воркауте. И узнай, как можно скачать мою мини-книгу о калистенике для начинающих. Переходи по ссылке в описании. А прямо сейчас я предлагаю тебе встретиться в других моих роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях.